Здравствуйте, Андрей Андреевич, помогите. Пятка болит, наверное, шпора. Что делать? Для того, чтобы избавиться от шпоры, можно сделать вот что. Взять кусочек мяса говяжьего, сырого, и положить его, чтобы оно несколько дней на тарелочку, сверху тарелочкой накрыть, так, чтобы оно немножечко запахло, без контакта с окружающим миром. Присаливать не нужно. После чего отбить такой кусочек мяса и приложить его на место, где есть у вас шпора, на ночь. Несколько дней, если это сделать, то в дальнейшем шпора исчезает. Второй вариант. Хозяйственное мыло натереть, добавить соду и добавить мед. Хозяйственное мыло, соду и мед. И вот таким компрессом прикладывать к месту, где находится шпора. Дальше парить ноги в ореховых листьях. Далее, что еще можно посоветовать? Из наших препаратов урализ, манкулит и подагрин. А вообще, кстати, появление шпоры на пятке является следствием высокого количества пуринов, которые находятся в крови, а также оксалатов. Таким образом, чтобы этого не было, необходимо увеличить количество употребления калий содержащих продуктов питания. Ну, на первое место среди доступных калий содержащих продуктов питания можно поставить цветочную пыльцу или же прямо мед. Но дело в том, что очень часто, как я начал обращать на это внимание, я начал замечать, что в большинстве своем, к сожалению, мед является либо не настоящим, либо люди, которые занимаются изготовлением меда, кормят пчел, используя сахарный сироп. Мед становится некачественным и не имеет высокого количества калия. Мне очень нравится мед, но когда начали проводить исследования и смотреть на наличие в меду глюкозы в чистом виде, оказалось, что практически весь мед, который мы покупали, не соответствовал тому меду, который бы хотелось кушать. Самый лучший мед, это, как ни странно, мед, который имеет яркий запах, очень красивый желтый цвет и при этом не очень сладкий. Оказывается, такой мед тоже существует, белого цвета. Медом можно еще смазывать или прикладывать